Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, я рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня делюсь с вами очень вкусным рецептом куриного шашлыка в духовке. Лук я уже нарезал полукольцами. Теперь покажу вам очень вкусный рецепт маринада для мяса. В посуду подходящего размера отправляю нарезанный лук. К луку обязательно отправляю соль, сладкая паприка, сушеный чеснок и черный молотый перец. Сушеные травы, базилик, розмарин, тимьян и орегано. Сюда же хорошенечко все перемешиваю. Благодаря соли и этим нехитрым манипуляциям лук быстрее выделит свой сок, а пряности раскроют свой аромат. Луковый сок в шашлыке нужен для того, чтобы сделать мясо нежным. Мясо я использую куриное бедро, потому что оно будет сочнее, чем куриная грудка. И более нежней. Кусочки нарезаю вот такого вот размера, примерно 3 на 3 сантиметра. При желании вы можете нарезать мясо на кусочки покрупнее. Нарезанное мясо хорошо перемешиваю с луком и со специями. Сюда же добавлю сразу растительное масло. Мясо хорошо смешал с луком и со специями. Аромат на кухне стоит просто потрясающий. Теперь возьму кефир. Кефир — это самый главный ингредиент в этом маринаде. Кефир сделает мясо нежным и сочным. В кефир я отправляю томатную пасту и хорошо соединяю их между собой. Томатная паста придаст мясу не только дополнительный вкус, но и красивый цвет при запекании. Вместо томатной пасты вы можете использовать аджику или обыкновенные томаты. Хорошо смешивая все ингредиенты. Друзья, как всегда, точное количество всех ингредиентов оставлю в описании под видео. Емкость с мясом нужно накрыть крышкой или пленкой и мариновать мясо в холодильнике. Мясо может мариноваться в холодильнике от 3 до 10 часов. Следующий ингредиент — это сладкая паприка. Но это не обязательный ингредиент к шашлыку из курицы в духовке. Но если вы желаете запечь овощи с мясом на шампурах, овощи должны быть такого же размера, как и кусочки мяса. И вы можете использовать такие овощи, как цукини, баклажаны или шампиньоны. К паприке отправляю такие же специи, как и к мясу. Объединяю все растительным маслом. Хорошенько перемешиваю. И оставляю овощи мариноваться примерно на 20-30 минут, не дольше. Маринованное мясо нанизываю поочередно с паприкой на 2 шпажки. Это для того, чтобы во время запекания шпажки не прогибались и фиксированно лежали на бортиках противня для запекания. Отправляю мясо в заранее разогретую духовку до 250 градусов Цельсия, режим с конвекцией, верхний гриль. Буду запекать шашлык из курицы в духовке примерно 35-40 минут, каждые 3-5 минут его переворачивая, чтобы мясо пропеклось равномерно со всех сторон. Друзья, если у вашей духовки нет функции режима гриль с конвекцией, вы можете разогреть свою духовку до ее максимума на уровне режима вверх-вниз или режим с конвекцией. И также запекать шашлык из курицы в духовке. Прошли 40 минут, первая порция куриного шашлыка в духовке готова. Друзья, если вам понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк этому видео и написать об этом в комментарии. И обязательно подписывайтесь на мой канал, будет еще много вкусных и простых рецептов. Всем пока!